Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением, и не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Обратите внимание на руку Чингука. Она живет своей жизнью. Я не знаю, кем бы я предпочла быть в этой ситуации. Рукой Чингука, поглаживающей талию Тэхёна, или талией Тэхёна, которую Чингук гладит рукой. Девятое место. Когда случайности не случайны. Движение на автомате. Возможно, мышечная память. У Чингука и Тэхёна похожее правое очко, которое они взяли с собой в армию. Восьмое место. Тэхён просто сказал: «Не в мою смену». Тэхён такой Тэхён. Этот особый взгляд Тэхёна на Чингука. Седьмое место. Мне так нравится, с каким довольным и счастливым выражением лица Тэхён снимает Чингука. Это так мило. Шестое место. Это так смешно. Бедная рыба все еще в шоке. Это был очередной косвенный поцелуй Чингука и Тэхёна. Пятое место. То, как Тэхён привык будить Чингука. Это так по-домашнему. Плечо Чингука – самое уютное и комфортное место для Тэхёна. Это просто очередной факт, с которым нельзя спорить. То, как они счастливы, просто взаимодействуя друг с другом, делает меня счастливее. Самая красивая пара с очень правильными и здоровыми отношениями. Это дружба, которая переросла в длительные отношения. Когда все участники называли Тэхёна самым романтичным, но когда Чингук сказал Тэхёну: «Я думал, ты выходишь за рамки моего воображения, но я подумал еще раз, ты находишься далеко за пределами моего воображения». Это была самая романтическая вещь на свете. Немного отвлечемся. Фан-сайты нас дразнят новыми крохотными кусочками видео. Тэхён переживает так, будто у него по полю его бойфренд бегает.
Ну такой он славный, слов уже не хватает, а эмоции хоть отбавляй. Щечки такие мягкие, и он сам весь такой пушистый. Очень скучаю по нему. Неожиданным, как выясняется, это явление Тэхёна народу было только для нас. В целом все носило характер официального и спланированного мероприятия для Тэхёна. Представитель города Чунчхон сказал: «Мы отправили официальное письмо второму корпусу с просьбой о сотрудничестве, чтобы позволить солдатам смотреть игры футбольного клуба Канвон, не ограничиваясь только участниками BTS». Он добавил: «Поскольку BTS настолько популярны, мы спрашивали связанные организации, как бы можно было бы пригласить их на игру Канвон». «Я обсуждал это с ними», — сказал он. Было кое-что, что все же омрачило этот день. Напоминаю, как многие СМИ ранее писали о том, что власти Кореи привлекают корейских певцов во время их военной службы на такого рода мероприятия, как футбольные матчи, различные соревнования и другое. Эти действия, безусловно, направлены на создание идеального образа армии Кореи, поднятие рейтингов, ну и, конечно же, популяризация среди населения самой службы. Когда наши парни пошли в армию, было множество запросов от различных органов на то, чтобы они посетили то или иное мероприятие. Реакция фанатов группы долго не заставила себя ждать и была категоричной. Ведь если участников отправили служить, так дайте тогда им спокойно это делать. И не прославляйтесь на их именах, как делает государство на протяжении многих лет. Я очень хорошо помню, когда парни приняли участие на мероприятии Пусан Экспо. Тот момент, когда чиновники с ними фоткали словно с каким-то трофеем, причиняя дискомфорт, потому что брали их за руки слишком резко и грубо. Тогда фанаты тоже подняли шум вокруг этого лицемерия. А теперь вышло так, что Намджун играет в оркестре. Тэхён посетил футбольный матч, на котором, как оказывается, была пресса, хотя я раньше не замечала за ним таких увлечений. Я просто очень надеюсь, что это действительно выбор парней, не навязанный кем-либо, стоящим выше, потому что использовать их могут все, а как оказалось, беречь и уважать очень немногие. После таких приколов очень сильно понимаю желание Чунгука закрыться на армейской кухне, чтобы никакие дяди из власти его не трогали. На самом деле очень неприятно, что парней используют для привлечения внимания, каким бы то ни было мероприятием, типа этого матча. Нам, конечно, было невероятно приятно видеть нашего Мишку, но все же больше меня терзают смутные сомнения, что это сделано уж точно не по желанию самого Тэхёна. Тем более он и вправду не был замечен в какой бы то ни было любви к футболу. Но с другой стороны, приятно отвлечься от службы на мероприятие, не связанное с ней. В любом случае, видеть нашего любимого – это бальзам на сердце, ведь скучаем очень сильно. Просто будем смотреть за дальнейшими событиями и делать выводы. Из хороших новостей. Этому событию почти год, но мы снова смотрим на него с другого ракурса. Я не знаю, что происходит, но теперь почти каждый день появляются новые видео с того дня. Я действительно рада, но это все еще немного шокирует. Давайте вспоминать смешные истории. Начнем, пожалуй, с этой. Однажды Чингук выдал: «О, я помню тот день, когда вышел из утробы матери». Юнги спросил: «В смысле, ты это помнишь?» Чингук ответил: «В тот момент свет был таким ярким». 24 апреля 2016 года Чимин подтвердил, что Чингук и Тэхён пара.
1 апреля 2018 года Чимин подтвердил, что Джин и Намджун пара. Пак Чимин – главный разоблачитель и шипер BTS. Корейские пользователи сети отреагировали на то, что услышали песню Чунгука 3D перед концертом Бруно Марса, и комментарии были очень приятными, как и заслуживает наш Чунгук. Вот несколько комментариев. Я знаю, что Seven был большим хитом, но даже 3D был потрясающим. Ух ты, песни Чунгука – это действительно мировые хиты. Причина, по которой Чунгук стал мировой поп-звездой. О, это потрясающе! Приятно слышать, как они поют вместе. Тэхён в Твиттере 4 года назад. Статьи о посещении Тэхёна футбольного матча футбольного клуба Канвандо сегодня заняли несколько популярных мест на Ней. Тэхён сказал: «У меня есть цель. Я хочу достичь ее и быть очень здоровым. Очень здоровым и крепким. Выносливость, которая не иссякнет, несмотря на несколько концертов, и плечи, которые не дрогнут». Военный жетон, который носит Тэхён, служит для идентификации солдата и содержит информацию о его группе крови. Тот факт, что Чунгуку всего лишь один раз показали, как играть в шахматы, и он сразу же выиграл Джека. Он действительно хорош во всем, что делает. Ким Тэхён и то, как менялся его имидж, начиная с 2013 года. Самые значимые моменты можно вспомнить по его фотографиям. Это просто факт. Тэхён не так часто записывает танцевальные челленджи, но всякий раз, когда он это делает, это вызывает такой ажиотаж, что люди снова и снова говорят, как хорошо его танцевальные навыки. Модельер Ли Чунву разместила фотографии Тэхёна в Инстаграм. Я не могу поверить, что такое изображение возможно и в армии. Я думаю, что корейская армия стала намного лучше из-за Тэхёна. Ну, нави в Инстаграм. Четвертое место. Вспоминаю реакцию Чунгука на Тэхёна на большом экране. Наверное, Чунгук тоже сидел и смотрел на Тэхёна с телефона вчера. И наверняка у него была умиленная улыбка до ушей. Любимая ручка на любимой ножке. В выпуске шоу с группой обсуждали, нормально ли выглядит ситуация, когда твоя половинка помогает взять палочками листья перилы твоему другу. И Чунгук и Тэхён были единственные, кто был резко против такого рода помощи.
Тэхён готов был ругаться, Чингук надулся, всем остальным было все равно. Тэхён сказал, что в этом случае палочки, побывавшие во рту, могут соприкасаться вместе. Чингук заявил, что все окей, но креветки им чистить нельзя. Ревнивые собственники правы как никогда, ведь чистить креветки, предварительно окуная их в соус, чтобы любимому было вкусно, кормить друг друга из одного прибора, подкладывая лучшие кусочки мяса, а давать первый кусок торта – это исключительно прерогатива влюбленных. Они чертовы бойфренды. Так выглядит проявление любви Чингука. Ему жизненно важно, чтобы его медведь был сытым до отвала. Третье место. Тэхён и Чингук на фансайне поют вместе песню со словами. Мне нужно тебе кое-что сказать. Эй, ты мне нравишься так сильно, так сильно. Так сильно я тебя люблю. Чингук так смущается. Первое признание в любви от Тэхёна через песню. Их любовь в каждом взгляде, в каждой улыбке, в каждом прикосновении и в каждом вздохе. Сколько раз эти моменты взаимодействия Чингука и Тэхёна смотрела, и все равно хочется пересматривать и пересматривать. Люблю их. Второе место. Любовь – это кушать еду, выпавшую из его рта. Так делают только пары, состоящие в долгих отношениях. Делаем выводы. Первое место. Я не позволю вам забыть тот легендарный чмок Тэхёна в ушко Чингука. Обратите внимание на то, как двигается ухо Чингука, когда Тэхён касается его губами. Это явный признак того, что Тэхён коснулся его уха. Это был не просто шепот, как думают некоторые. Вот почему Чингук улыбается. Это его реакция на действия Тэхёна. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!